Всем привет, друзья! За моей спиной находится завод. Решил сегодня выйти сюда покопать. Народ ходит, никого вроде не выгоняют. Ну, если охрана выйдет, тогда уйду. Все, приступаем к поискам, время терять не будем. Сегодня были дела до обеда, вышел уже снова в 4 часа. Вот пока здесь погулял, нашел такие вот находки глазами. Вот и первые находки, первые два копка. Вот первые и колодочка вторая. Продолжаем. Ну что могу сказать, друзья, свалки и то выдают больше, находок что-то совсем не айс. Вот нашел дросселек, хоть что-то, надеюсь он будет медным. Подкладку одну нашел, ну и всякая мелочевка, вал коротенький. Ходил пить, туда уже кучку отнес. Ну и вот такая вот всякая мелочь попадается. Вот треугольнички всякие, обрезки. Вот, болты попадаются. Пока что всякая мелочевка. Крупника особо нет. Ну, хоть что-то, подкладочка, колодка. Ищем дальше. Итак, дорогие друзья, настал новый день. Процесс копки вчера проходил бессъемочно, камеру вообще почти не включал. Сперва попались такие нормальные находки, колодка увесистые. А еще там были какие-то железки в начале, которые я вам показывал, а потом одна сыпалась чисто мелочевка. Хотелось просто провести коп в свое удовольствие, в выходной день. Просто побродить, покопать что-нибудь, поискать. Ну и потом еще пришел сельский люд всякий туда на гору. Пацаны пришли, школьники, знакомый приходил, разговаривали. То есть в основном я копал одну мелочь. Потом попалась подкладка. Сейчас я покажу находки. Уже все взвесил, подсчитал. И уже в сумерках, когда уже сельский люд начал покидать это прекрасное заведение под названием «Гора», мне попалась вот такая вот находка. По весу я сначала думал, она килограмм 35. Взвесил ее 26 килограмм. Вот такая трубища. Считай, нашел ее не там наверху, а на склоне. Спускался вот так вот опять под уклоном. Ходил на самом верху, только немного вот под уклоном вот так вот прошел. И выпала мне вот такая вот замечательная находка. Труба офигительная, тяжелая. Вес общий получился. Вы не поверите, вот здесь сахарная сумка и вот какие-то два мешка со всяким барахлом. Здесь 84,5 килограмм. Сейчас я все распакую, посмотрим на находки. Ну, тут одна мелочевка. Сейчас еще дроссель посмотрим, медный или не медный, вскроем его. Вот, сейчас, в общем, покажу находки, что удалось мне там насобирать. Как всегда, вот здесь у меня расчет-подсчет. В сумке получилось 15,5 килограмм. Тяжелые, вот в этом мешке 19,600. Труба 26 килограмм ровно и 24 килограмма вон в том вон мешке. Скинул все в тележку с первого мешка. Вот такой отрезок трубы. Это всякая хрень мне попадалась уже у подножья. Кто-то выкапывал, но не забирал. Вот такие вот мелочевки. Вот кто-то жестянку какую-то, корпус от чего-то, наверное, был. Тоже не забрали. Ведерко тоже выкинули, не забрали. Я все забираю. Подкладочка с костылем попалась. Вот колодочка килограмм 8. Ну и вот такая труба. Выпотрошил сумку. Вот такие находки были у меня практически весь коп. Поэтому я решил не зацикливаться и не показывать этого. Здесь, конечно, есть такие вот увесистые плашки. Под грамм 700. Вот такие по полкилограмма. Есть уголочки вот такие тоже весомые, нормальные. Вот дроссель попался из цветного металла. Еще у нас здесь в этой сумке было алюминий электротех и вот такая вот латунная трубка.
Ну и прочие вот такие вот всякие детальки. Они тоже, конечно, имеют вес, но такое я просто решил не показывать. И решил просто погонять поверху по куче до самого темна. Можно было дальше не трудиться и не разбирать его. Вот молотком попал по обмотке. Она вот, если видно, белая, это алюминий. Идет в чермет. Заключительный мешок уже в тележке. Здесь вот такие вот находки попадались. Это тоже с одного края, где труба. Такие вот жирнющие находки были. Колодка от вагона или от поезда. Наверное, с вагона. Лист вот такой хороший попался. Прям вес такой нормальный. Звездочки. Шестерня попалась. Такая тоже весомая. Вот это опять, видимо, что-то с пожарной тематики от рукава. Деталь. Рельсинка такая. Малюсенькая, тоненькая попалась. Крашеная в цеху, наверное, раньше где-то стояла. Ну, где-то килограмма 4. Ну и вот проволока, как всегда. Такой пруд попался хороший. Вот все находки за один выход. Где-то 2,5 часа я там побегал. Ну или 2 где-то. Потом это все собирал, ходил. В общем, где-то, ну, примерно до 2,5 часа где-то получилось. Цветной металл с этого мешка. Вот такие медные провода. Флакончик взял алюминиевый. Электротех. Вот такая какая-то шинка алюминиевая. Вот запчасть отсюда вывалилась, кондер. Вот с этой штуковины. Здесь вот эта часть алюминиевая. Пока не буду бросать, сниму. И вот здесь латунные. Вот эти крутиляторы тоже поснимаю. Провода вот эти посрезаю. Близится Пасха. И в преддверии этого праздника, как у нас принято, наводить такую нормальную уборку. Приводить дом в порядок. Выкинули такую дверь к мусорным бакам. Вот, аж прям с ключом. Да-да, заходите. А ключ заклинивший не вытаскивается. Может, латунный замочек, а может нет. Сейчас будем это все разбирать. Принесу инструменты. Дверь тяжелая. Внутри картон. Ну, такая китайская какая-то дешевая дверь. Картон приклеенный. Здесь пену надо посрезать, удалить. Ну и разберу ее. Тоже пойдет на кучу, взвесим. Это еще не все находки. Сейчас покажу после разборки еще один подгон, который валялся возле этой двери. Баки у нас вывозят не очень часто в преддверии Пасхи. Не знаю, с чем это связано. Может, большие завалы мусора образуются возле контейнеров. И люди бросают возле баков все вот это добро. Вот одно из них я притащил к себе домой на тележке. После проведенных работ чистки этой двери взвесил ее вес. Вот это вот получилось
Сама коробка на 25 килограмм. Вот этот вот лист железа вышел на 5500. Кидаем в общую кучу и переходим к осмотру других интересных находок. Расковырял замок. Это все летит в чермет. Здесь тоже галимый чермет. Вот эти части, сами чашечки, вроде бы как алюминиевые. Личинка на этом замке латунная. Здесь тоже латунь. Корпус алюминиевый. Здесь у нас латунный ключ, а личинки алюминиевые. Не знаю, буду я ковыряться и расколупывать этот алюминий. Может, прямо в чермет просто закину. Не знаю, а может, отложу. Пускай лежит на долгий ящик. Возле мусорных баков в тот день я нашел не только дверь, но и вот такие вот замечательные находки. Это от системника крышка. Жалко, с самого системника не выкинули. Может, его в бак закинули, когда еще баки не были полные. Чайничек вот такой вот попался. Дно у него магнитится. Здесь магнитом не берет. Ну ничего, я вырезать не буду эту нержавейку. Нафиг она нужна. Вот с крышки уже все разобрал. Пластик выбросил. С крышки заберу вот такую вот нержавеечку. Это пойдет под мелочь в чермет. Забирал еще оттуда спинку от кресла компьютерного. Вот такой вот чермет. Я оттуда снял спинку. Выбросил обратно в мусорку. Какой-то алюминий совсем невесомый, типа фольги. Вот такой вот DVD проигрыватель попался. Куча кассет там было от видика, но самого видика не было. В коробке валялись очень много кассет. Вот такой DVD-плеер. Разберем его как-нибудь зимой. Здесь вот и шнур присутствует. Уже хорошо. Алюминиевый проводок. Это вот уже видно медь пошла. Патрон. Насос какой-то попался. Для чермета сойдет. Самое то. Ручка может быть как раз от той двери, которую я разобрал. Клавиатура очередная. И вот здесь такая всякая шмурдятина. Мышка. Какие-то провода медные. Это от интернета вроде бы проводка. Куча такая вот интернет-кабеля. Да, вот зарядники. Так, вот это какой-то крупный. Что это такое? Очень интересно. А это у нас антенный, что ли, кабель? Не похоже. Сейчас отмотаю вот эту вот изоленту, гляну, что это за провод. Еще вот блоки питания разные. Вот еще один провод от ПК, но вилка у него совсем другая, не европейская, а какая-то американская, что ли. Телефон Panasonic старый. Сейчас мы до него тоже с вами доберемся. Что вот это за провод? А, это антенный кабель, но он, скорее всего, будет у нас, я думаю, не медным. Он совсем легкий. Ладно, бог с ним. Идем дальше. Это зарядка от Panasonic. Уже, кстати, от другого. Вот он. Трубка такая. Panasonic. Интересно, он живой? Сейчас такими уже, наверное, никто не пользуется. Такие дома уже ни у кого не стоят. Может, еще есть у кого-то, не знаю. У меня домашнего телефона никогда не было. Опа-на, веб-камера. Насколько она мегапикселей-то, интересно. Не знаю, живая она или нет. Скорее всего, нет, раз выкинули. Тут вот что-то замотано. Кто-то ее обгрыз. Кабель HDMI, весь ржавый. Шланчик для насоса. Телефон. Достаем телефон. Кому позвоним? Дайте мне позвоним. Такой вот старенький Panasonic. Advanced модель. Ну и вроде бы ничего больше нет. Нет, что-то еще есть. Линза. Вот целая фара. Такая вот фара и электроды. Электроды троечка. Такая вот. Да, троечка. Электроды еще совсем, считай, как новые. Так они и новые, что вон, чуть поржавели-то. У меня сварочника жалко нет, а так бы пригодились. Может, оставлю. Выкидывать не буду, оставлю.
Вдруг еще сварочник заведу, уже электроды кое-какие будут. Сваривать-то я варить умею, но варить мне нечего, поэтому сварочника у меня нет. Что, друзья, продолжим коп. Сегодня температура немного подспала, сильный ветер, конечно, опять будет мешать съемке. Сбегал опять уже на костер и снова находки. Пока тащил вот эту коробку, какие-то алюминиевые прибамбасы нашел. Вот здесь еще и латунь тоже присутствует. Потом разберем в дальнейшем, когда будет свободное время. Может, до зимы оставлю, так как зимой делать нечего и нужны какие-то видосы. Скорее всего, это будет все лежать до зимы. Захватил лопату, глазами увидел. На ней ручка вот такая. И сам вот этот черенок нормальный. Ее открутить вот можно, эту обратно туда, на костер. Выброшу лопату, она негодная. Вот, друзья, что сегодня попалось мне на глаза. Провода, один медный, другой алюминиевый. Арматура, вот такая какая-то штуковина от вентилятора, подставка. Вот, это вроде чермет, тяжелые, на алюминий не похоже, ну да, черный металл. И камеры видеонаблюдения выбросили. Скорее всего, возможно, по этим камерам раньше начальник мой палил меня, чтобы я за станком не спал, а работал в поте лица. Вот такие камеры, по-моему, они стояли в углах цеха. Color камера 30X. Ну да, вроде такие стояли в цеху с козырьками. Они самые. Не знаю только с какого это цеха выкинули. Уже новые поставили сейчас. В общем, вот так. Все, давайте копать. Приступаем к копу, а то у нас видео какое-то получается вообще и не коп, и не поиск каких-то находок толком. Все. Ну да, забыл сказать, выбрался сегодня вот на это место. Вот сюда сейчас залезем, вон туда, где валяются вдалеке бетонные блоки. Там я практически не ходил. Вот тут обитал все лето. Сейчас вот туда пойдем, посмотрим, что там попадется. Первая находочка, друзья. Нашел ее, правда, не я, здесь кто-то был. Или вчера, или позавчера. Вот тут начали копать яму. Сидела вот эта железяка вот так торчала. Но, видимо, обычные лопаты просто бросили, не стали копать. Очень трудно копается. Сейчас сзади меня мужик какой-то приходил на эту кучу. Прям опять мне подфартило, что я успел оттуда все это забрать. Продолжаем копать. Опять ребят что-то привезли. Пойдемте добежим, посмотрим, глянем. Заодно покажу находки, которые попались. Так, пока мелочь одна сыпется. Совсем мелочь. Но первое, что попалось в поле зрения, это вот такой ящик со всякими болтами. Сейчас еще будем смотреть. Покрышки какие-то лесопедные. Вот что-то железные. Алюмишка. Так, в общем, сейчас посмотрю и покажу. Опять вроде бы что-то интересное. Надеюсь, это не просто корпус. Блин, это просто корпус движка. Я здесь не вижу. Провода торчат. Еще находка. Думал, дроссель, это что-то вообще непонятное. Что это такое? Ну, чермет все равно забираем. А в мешке вот уже здесь экземпляры с моторами. Вот, все на месте. Сейчас еще посмотрим, еще что-то там есть. Ремни. Сейчас все остальное. Корпус. Такс. Опа. Берем. Еще какой-то инструмент. Блин, тоже пустой. Не зря сбегал, друзья. Вот такой лист железа сейчас прихватил. Здесь торчит проводок. Тоже возьму, отсоединю его, отцеплю. Вот такую какую-то пушку нашел. Что это, не знаю вообще. Ну там движок внутри стоит. Без понятия, что за перфоратор такой. Ну и здесь вот провода некоторые медные попались. И
всякая прочая дичь. Потом будем как-нибудь разбирать. По находкам пока совсем, ну совсем не густо. Вот такие вот железные плашечки попались вслед вот за вот этой находкой. Вот еще что-то обкручено медным проводом. Здесь все пока подсыхает потихонечку. Вот медный провод. Костылик или железо какое-то. Вот всякая мелочь. Ну, в общем, вообще пока находок таких нету, чтобы прям порадоваться за них. Вот еще один костыль длинный такой. Хожу пока вот тут. Сейчас вон буду туда выдвигаться. Вот здесь. Надеюсь, что попадется. Вот тут копал копки. Вчера, позавчера. Свежие. Вчера, скорее всего, тут искал. Ну неужели, друзья, находка дельная попалась? Подкладка. Вообще нифига ничего нет. Одни костыли. Блин, подкладка какая длинная. Сколько она, интересно, весом. Во, здоровые. Подкладочка. 2 противоугона нашел. Костыли. Там он еще костыли побросал. Вот на эту кучу опять залазил. Здесь нашел штук 5, наверное. И вот здесь вот лазию. Туда что-то вообще уже не тянет тот угол. Там совсем мелочь какая-то. Хрень одна. Вот. Вылетела подкладка. Грунт, может, за зиму чуть-чуть осел. Спрессовался чуть-чуть. И металлоискатель все-таки реагирует уже по-другому. Не так, как на рассыпчатый грунт. Может, я ошибаюсь, не знаю. Сейчас еще пошастаю. Будем, наверное, завершать. Находок что-то совсем нет. Опять вроде подкладка. В том году я тут ходил. Вот так вот ходил, наверное. Опа! Ага, опять подкладочка. Подкладочки начали радовать. Третью достал. Да, как я в том году тут ходил. Может, просто не заглядывал в эти места особо. Просто здесь так вот пошнырял. Хрен его знает. Да вообще после себя, как мне один подписчик писал, походил после себя 3 раза, еще столько же принес, даже больше. Еще что-то вылезло. Кругляш какой-то. Тяжелый. Вот такой вот. Даже не знаю, сколько здесь. Офигеть, это бронза. Ни хрена себе. Это бронза. Вот это да. Блин, там мы потом взвесим. Охренеть. Здесь килограмм, наверное, 7. Офигеть, вот это находка. Шикардос. Вот такая вот находочка. Она туда как бы запрессована, что ли. Не полностью вот эта вот втулка латунная. Середняк латунный. А с краю нее вот такой чермет идет. Не знаю, как ее выпилить, что ли, отсюда как-нибудь потом. Ну, блин, ну вообще радует меня эта находочка. Я надеюсь, она полностью такая вот толщина литая стоит. Буду очень рад этому. Дома потом посмотрим при разборе. Ну вот они, находки, друзья, под конец дня. Вот опять уже сейчас собирался практически уходить. Вот такая вот херня попалась. Соединительная рельс, как она правильно, стыковочная называется. Блин, как я здесь в том году? Я, наверное, здесь просто не проходил. Здесь, короче, чей-то был капок. Вот прямо над ней чей-то был капок. И я не знаю, почему не выкопали. Вот она, железка. Ёлки-палки. Ну, блин, коп удался. В подкладках уже, можно считать, 20 килограмм. Вот это вот килограмм 15, наверное, где-то она. То ли 13-14. Вроде бы я взвешивал в том году. Вот это находочка.
Вот хожу по вот этим отвалам. Туда сначала до поворота дошел. Туда в кусты не полез уже, там деревья свалены. Вот как вот здесь, только их там много. И вот так вот иду уже сквозь сюда. Вот, пожалуйста. В ту сторону я не ходил, это я точно помню. Здесь вот я шастал. Тут еще дождь пережидал в одном из роликов. Под деревом. Сюда я не ходил вот так. По этому бугру. Завершающая подкладка. Все, еду на обед. 3 часа побегал. В принципе, нашел. Сначала мелочь сыпалась. Потом, как обычно, под конец разгон пошел. Я уже находки глазами нахожу. Пришел, короче, увидел вот это вот. Болтыхается ветром. Хотел на багажник постелить. Забрать вот ту рельсу длинную, то есть стыковочную, чтобы не поцарапать багажник. Залезть из подкладки. Елки, блин, моталки. Как это вообще мы не находили, и я в том числе, просто вот глазами в том году. Сейчас оторву ее. Пруха сегодня на моей стороне, по-другому и не назовешь. Приехал забрать находки на тележке. И прям передо мной опять трактор приехал, выкинул. Вот коробку одну открыл, и из нее посыпались вот всякие провода. И медь, и полно алюминия, вон скрутка алюминиевая. Потом подробнее все дома рассмотрим. Короче, пока рылся в этом барахле, отсюда все вытаскивал. Приехал снова трактор и сгрузил мне вообще вон целый лесопед. Показываю вам еще, друзья, закадровые находки. Прямо вчера подвалила такая вот годнота в виде вот таких вот медных проводов. Такая скрутка, трехжильные. Вообще огонь. Находочка. Также попался электротех, уже вот такой готовый, с скрутками. Вот такие алюминиевые провода, медные провода. Медный кабелек небольшой попался, тоже, по-моему, трехжильный, то ли четырехжильный, вроде трехжильный. Вот какая-то штука, не знаю, что внутри, скорее всего, ничего. Может, все-таки что-то да будет. Вот какая-то латунь виднеется. Черный металл. Все складываю в ведра, всякую мелочевку. Сюда я уже наложил вон ложки, всякие болтики, гаечки. Такие вот находки попались на промзоне. Проволока. Пруты вот такие. Ручки алюминиевые. Пока отложу. Потом когда-нибудь в дальнейшем буду все это разбирать. И вот еще попались такие трубы от отопления. Ножовкой отрезал вот эти трубы. Кольца латунные. 4 кольца. Также еще попался различный чермет. Кастрюлька, прутики такие вот хорошие. Вот. Жестянка. Швабра с алюминиевой ручкой. Тоже забрал. Алюминиевый кусок от гардины. От старой. И вот такая жесть. Проезжая лесом, увидел такую проволоку. Сейчас пока еще трава вся лежит. И все видно. В том году уже была зелень. И ничего не было видно там с дороги, когда едешь. А сейчас все открыто. Вот вместе, наверное, вот от этого телевизора попались плата и вот такой вот переключатель каналов. Все это разбирать буду тоже потом, пока некогда. Вот эти платы, может, просто вытащу, скину их в мешок. Это все отправлю в черный металл. Но это разберу как-нибудь потом. Что ж, дорогие друзья, давайте подведем итоги сегодняшнего бешеного металлокопа, который подарил столько различных находок приятных. Вот такая бандура. Я где-то видел, но не помню, что это. Напишите в комментариях. Внутри стоит мотор. Вот. Напишите, объясните мне, что это такое.
Вот это у нас вибратор для уплотнения бетона. Тоже внутри стоит двигатель с якорем. Потом тоже его пустим в разбор. Но это будет совсем не скоро. Такие находки только оставлять на позднюю осень, на зиму. Сейчас усиленный металлопоиск, металлокоп, латунная дудка крана смесителя. Разобрал уже несколько вот таких вот приборов, в которых не было движков. Но я себе поснимал вот такой вот алюминий. Всякие кожуха. Вот от циркулярки, наверное, от какой-то. Латунные соски все посрезал. Потом когда-нибудь разожгу костер, брошу. Немного латуни здесь получится. Разобрал все колеса. Они уже у меня сложены все в мешки. Сейчас взвесим черный металл. Вот это колесо я оставил, но оставил непонятно зачем. Колеса вот эти дешевые, они неразборные. Здесь стоит хорошая покрышка, совсем не дырявые, но камера в ней, судя по всему, камере капец. Тут были какие-то гвозди, я отсюда вынул. Видать, камеру проткнули и на помойку выкинули. Не подходит вот эта вот область, в которой стоит подшипник на ось. То есть она очень широкая, у меня на тележке она намного уже. И колесо не подходит. Если только болгаркой попытаться пильнуть или забить и нахрен просто выкинуть это колесо, тоже разрезать и кинуть это все в чермет. Не знаю, покрышки сейчас дорогие. Сколько походит еще моя тележка, одному богу известно. Она, короче, уже на последнем издыхании. Двигаемся дальше. Коробка с алюминием. Начал разбирать вот этот фильтр. Здесь по бокам алюминиевые вот эти вставки. Но здесь очень много клея. Я сначала вот одну отсюда отодрал. К ней пристает много клея. С этим, короче, возиться пока нет времени. Это все в сторону. Вот здесь полно клея. Надо будет отдирать еще. Тут алюминия-то толком нет. Алюминиевые кабеля. Очень жаль, что не медные. Медных кабелей я не выкапываю почему-то. Но зато сегодня повезло с медью вот в таком плане. В плане проводов. Сейчас мы к ней с вами постепенно перейдем. Такие вот жилы хорошие. С ними, конечно, тоже возни будет очень много. Это я все пока оставляю. Здесь вот просто куча. Там он еще есть несколько чищенного алюминия. Такие вот пластинки от чего-то. Вот. Двигаемся дальше. Переходим к меди. Тут еще и латунь я накидал всякую. Вот огнетушитель, часть от него нашел. Это я обрубил. Мусор выбросил. Латунная шайба надо потом будет извлечь. Это все на потом. С этим я сейчас работать не буду. Вот поснимал с электроприборов, в которых не было движков. Вот от кнопки тоже медные провода. Все снял. Вот эти сюда закинул вещи. Здесь латунь, алюминий. Потом такой вот провод попался. Смотрите, какая здесь толстая жила. И остальные медные провода. 4-жильные попадаются. Но здесь жилы такие не особо. Но есть и крупные. Вот. Как вот, например, здесь. Тут еще всякие какие-то штуки. Думаю, вот здесь вот будет латунь. Если нет, ладно, ничего страшного. Вот еще что-то отложил. Вот это, видимо, алюмишка будет. Попадались автоматы. Вот такие вот вещи попадались. Вот какой-то кабель был медный. Тоже неплохо. Хоть и жилы здесь такие, но все равно. Вот всякие вилки. Короче, находки сегодня были просто замечательные. Вот еще покажу последний такой вот медный кабелек. Я доволен результатом сегодняшним. Находки, видимо, на Пасху убирались в каких-то цехах, может, в электроцехе. Столько всяких проводов, кабелей. Или, может, в слесарке, так как оттуда были всякие коробки, станки заточенные, еще там всякое такое из слесарки. Может быть, по некоторым цехам убирались, просто скидывали это все, а потом вывезли. Нержавейка попалась, вот такая труба увесистая, кусок, шампур. Блин, да шашлыки у нас жарят, прикиньте, какой у нас завод. Это цинк. И вот такая куча всяких различных болтов. В такой вот железной ванночке. Некоторые я уже побросал туда, всякую мелочевку, всякие гвозди гнутые и прочее. Вот эти вот болты, не знаю, что с ними делать, их просто здесь огромное количество.
что с ними, куда их девать. Может, тоже сюда сейчас закидаю. Здесь вот уже где-то 1,5 килограмма я набросал. Мелочевки. Пока что, в общем, не знаю. Скорее всего, утилизирую. Вот, тут полно гнутых я бросал. Вон, проржавевшие. Тоже вот чуть-чуть, да, согнутый. Какие-то они, в общем, бракованные. Все это выкинули нахрен. Не нужны. Забраковали. Может, оставлю? Оставлю, конечно, отсюда сколько-то таких более-менее нормальных, не гнутых. Когда выкопал вот эту находку, она была вся в земле. Я так дико обрадовался, что нашел кусок латуни. Но когда обсучал немного, сперва подумал, это шкив. Потом уже песок, когда я здесь поотлетал, нет, это никакой не шкив. Это что-то другое. И латунь, вот эта втулка, она запрессована в черный металл. Я не знаю, теперь распилить как-то возможно, невозможно это. Вылезет она, не вылезет. Хрен его знает, друзья. Что мне посоветуете, напишите в комментариях. Вот. Сначала думал, она кусковая, но не кусковая. Было все в земле. Потом отсюда песок выбил, она заметно полегчала. Килограмм 6,5, наверное. Где-то вот эта вот бомбошка такая. Не знаю, пока отложу, не буду никуда в чермет бросать. Провел процедуру взвешивания. Сахарные сумки вышли на 22 700. Вот эта вот железяка железнодорожная весит 16,5. Мешок с подкладками и прочим получился на 37 килограмм. И вот шмурдика всякого, вот, который я насобирал там на кострище. Вот эти колеса и все такое. 13 килограмм всякого вот такого небольшого хламца. По итогу чермета у нас получается на 89 килограмм плюс 84. Первая партия, которую я накопал, выходит на 173 килограмма. Замечательный результат. 2 похода, 170 кг в копилку. Горка потихоньку растет. Из находок забыл еще раз показать вот такую кирку найденную. Кирку я оставлю, пока что закину в сарай. Пригодится куда-нибудь, может быть на копе. У меня есть кое-какие планы пошурфить. Потом в будущем я вам все это покажу. Возможно, пригодится. Откупориваем коробочку. Здесь у нас, дорогие друзья, камеры видеонаблюдения. Не знаю, рабочие они или нет. Скорее всего, рабочие. Просто от усталости, что они устарели, поставили другие в цех. Эти отправили в утиль. Вот такие. Одну, думаю, повесить вот сюда куда-нибудь на туалет, чтобы туда смотрело. Подойдут так кто-нибудь. Опа, камера висит. Ну, конечно, по-любому 100% подумают, что она не подключена. Так можно куда-нибудь повесить для муляжа. Пускай висит, одну какую-нибудь или две отмыть. Они вон все в грязи висели, сколько лет в цеху. Покрылись какой-то вон плесенью. Вот такая еще одна камерка, совсем другая. Это точно пойдет в разбор. Напишите что-нибудь в комментариях, что вы думаете об этом товаре. Да, короче, вот еще такая вот рама была. Она полностью, хорошая, цельная. Я хотел собрать из этой рамы велосипед. От другого велика накинуть сюда колеса, крылья, короче, руль, седуху, все сюда пересобрать. И я теперь понял, почему его выбросили. Здесь вот эту вот втулку, где стоит каретка, я кое-как открутил с помощью болгарки. Я надпилил на ней вот такие насечки болгаркой и кое-как газовым ключом выкрутил вот эту втулку. Она вообще сюда пришкварчала просто намертво. Ее, видать, пытались выкрутить, но никак не получалось. Я здесь колотил молотком сначала целый час. Кое-как один оборот сделал, и все, и застряло все на месте. Потом вот все-таки я ее выкрутил. Хотел, короче, сделать как лучше. Но получилось. Обосрался просто во всем и постоянно. Ничего нельзя сделать нормально. Вот с этой стороны стоит вот такая вот плоская втулочка. Она тоже напрочь закисла вся. Что только я не делал, но в голову мне пришло только взять болгарку и расфигачить все вообще вместе с рамой нахрен. Короче, синдром криворукости, жопорукости и даунизма, как всегда, обычно сыграла свою роль. Хотел сюда поставить картридж, каретку, современную, на промышленных подшипниках, сделать как у себя на велосипеде, но ничего не вышло. Придется теперь снимать отсюда багажник сниму хороший, и вот эту вот втулку, здесь еще подшипники нормальные,
Вот эти запчасти я оставлю для своего велосипеда. Видать, не судьба ездить ни мне, ни тому, кто выкинул эту раму на вот этом прекрасном велосипеде. Такова судьба, видимо, его отправиться в металл. Как-то так. А так рамы вообще отличные. Я бы пересобрал велосипед, но, блин, поставил бы уже от велосипеда обычную сюда каретку, и сейчас бы он продолжал жить. Но, видимо, такая его участь. Пишите свои комментарии, друзья. Всегда интересно почитать, что вы думаете по поводу моих поисков, находок и тому прочее. По копу что-нибудь пишите. Кому понравилось, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Увидимся с вами в следующих сериях. Всем спасибо большое за просмотр, всем удачи и до скорых встреч. Всем пока.